Привет всем! Добро пожаловать на мой канал скандалов. Прежде чем я перейду к видео, не забудьте подписаться на мой канал и нажать кнопку «Мне нравится». Спасибо, и давайте перейдем к моему видео. Когда казалось, что между Афрой Сарычоглу и мертвым Рамазаном Демиром больше никогда не будет ничего, кроме молчаливого пренебрежения и взаимного холода, судьба или чувства вновь вмешались. Недавнее неожиданное развитие событий потрясло как поклонников, так и коллег. Афра и Мерт помирились. Причем не просто наладили общение, а, по словам приближенных, начали давать отношениям второй шанс. После всех разоблачений, заявлений о фальшивой любви, обвинений в манипуляциях и болезненной тишины, эта новость кажется чем-то невероятным. Еще месяц назад Мерт открыто утверждал, что отношения с Афрой были полностью фальшивыми. Афра в ответ публиковала загадочные цитаты, пропадала из поля зрения и, по слухам, проходила психологическую терапию. И вот теперь. Совместный ужин в Бибеке, тихая прогулка по набережной и тот самый момент, когда фотографы зафиксировали, они держались за руки. Не для камеры. Не по контракту. Просто так. Что же произошло? Как возможно объяснить столь резкий разворот в этой эмоциональной драме, разворачивавшейся почти в прямом эфире? По словам источников, близких к окружению Афры, решающим фактором стал один единственный разговор. В начале мая, после почти 2 месяцев молчания, Мерт отправил Афре голосовое сообщение, в котором, как утверждают инсайдеры, впервые за долгое время заговорил не актер, а человек. Без позы, без гнева, без самозащиты. Он извинился. Не за пиар, не за ложь, не за обстоятельства. А за то, что был трусом. За то, что закрылся. За то, что причинил ей боль. Ответа не последовало почти неделю. Афра колебалась. Она находилась в активной фазе подготовки к новому сериалу, рядом был Энгина Курик, партнер, которому она начала испытывать искреннюю симпатию. Но, по словам ее подруг, голос Мерта не выходил у нее из головы. Она переслушивала сообщения снова и снова. В какой-то момент она расплакалась и сказала, почему он не мог быть таким тогда, когда это имело значение. И все же она согласилась встретиться. Первая встреча состоялась в доме общих друзей, на закрытой вечеринке. Они почти не разговаривали, но обменялись взглядами. И этот взгляд все изменил. Во второй раз они увиделись на съемочной площадке рекламного бренда, с которым у обоих действуют контракты. Там уже произошел короткий разговор. Без обвинений. Просто «как ты?». С третьей встречи они начали общаться ежедневно. Сначала переписывались, потом стали звонить друг другу по вечерам. Афра, по словам близких, поставила одно условие — никаких камер. Никаких интервью. Или мы по-настоящему, или вообще никак. Мерт согласился. В начале этой недели, впервые после долгого перерыва, они были замечены вместе, без охраны, без менеджеров, без пресс-службы. Просто в кафе в районе Чахангир, где они когда-то пили кофе ранним утром после ночных съемок. Они сидели за тем же столиком. Он в черной футболке и кепке, она в простой белой рубашке и собранными волосами. По словам очевидцев, они смеялись. И казались абсолютно естественными. Журналисты, узнавшие об этом, пытались получить комментарии. Афра вежливо, но твердо отказалась. Мерт тоже отмолчался. Однако позже он опубликовал у себя в сторис фотографию морской волны с подписью «Все возвращается туда, где должно быть». Фанаты мгновенно отреагировали, тысячи лайков, слезы, буря эмоций. В профессиональной среде эта новость вызвала смешанную реакцию. Некоторые считают, что все это — очередной виток пиар-стратегии, особенно на фоне старта нового проекта с участием Афры. Другие уверены, люди просто не смогли забыть друг друга, несмотря на гордость, раны и репутационные потери. Интересно, что Энгина Курик, узнав о примирении Афры с Мертом, отреагировал сдержанно. По слухам, он сохранил полное уважение коллеге,
но попросил продюсеров пересмотреть его график, чтобы свести количество совместных сцен к минимуму. Есть также информация, что в сценарий сериала, где Афра и Энгин должны были играть влюбленных, уже внесли правки по просьбе обоих актеров. Тем временем Афра и Мерт не спешат делать официальные заявления. И в этом ключевое отличие от прошлых этапов их истории. На этот раз все происходит тихо. Без обложек. Без торжественных слов. Только редкие взгляды, редкие жесты и настоящее, осязаемое тепло. И все же остается главный вопрос: не повторится ли все снова? Сможет ли то, что когда-то рухнуло под тяжестью лжи и амбиций, теперь стать чем-то настоящим? Пока ответы не даны. Но, по крайней мере, теперь они снова идут рядом. Не по сценарию, а по зову сердца. Если вы все еще не подписались, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Спасибо большое за просмотр моего видео, увидимся в следующем, берегите себя и до свидания.